Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом самых сочных и нежных свиных ребрышек, приготовленных в духовке. Такое горячее мясное блюдо, безусловно, украсит любой праздничный стол. Смотрится эффектно, а самое главное, эти свиные ребра такие вкусные, что разлетятся в один миг. Мясо нежнейшее, само отделяется от косточки, и оно такое сочное, а готовится все быстро и очень просто. Уверена, будете готовить такие ребрышки очень часто по просьбе ваших родных. Для моего рецепта я купила вот такие свиные ребрышки. Общий вес примерно 1 кг 700 граммов. Здесь ребро немного потоньше, с него уже чуть больше срезали мясо. Но тоже будет очень вкусно. Мясо я помыла и обсушила бумажными полотенцами. И теперь ребра надо подготовить. Вот здесь с задней стороны есть вот такая пленка. Ее надо обязательно удалить. Подготовленное мясо солю. Добавляю перец. Я использую смесь. И также добавляю сушеный лук и чеснок. Переворачиваю ребра и точно так же присыпаю их специями со второй стороны. Оставляю таким образом мясо полежать буквально 10 минут. Каждое ребро я буду заворачивать в фольгу. Подготавливаю, выкладываю ее в несколько слоев. В нее буду заворачивать обжаренные ребра. Фольгу укладываю блестящей стороной вверх. Она будет внутри, а матовая сверху. Я включила разогреваться сковородку. Ребра буду обжаривать на сухой сковороде. Лучше всего использовать сковородку с толстым дном и с хорошим покрытием. Ребра довольно гибкие, и их просто обжаривать. Конечно, если у вас есть такой хороший гриль, можно их обжарить в духовке под грилем. Но, например, для меня быстрее и удобнее все это делать на сковороде. Это нужно для того, чтобы запечатать мясо, чтобы оно потом получилось сочным. Обжариваю ребро до красивой румяной корочки с двух сторон. Видите, буквально пара минут ребро уже с одной стороны обжарилось. Мясо получится сочным и очень вкусным. Со второй стороны мясо обжариваю буквально совсем немного, просто чтобы запечатались вот эти края. Первое ребро обжарилось, снимаю его на фольгу. Точно таким же образом обжариваю второе ребро. Это ребро получается такое более мясистое. Сверху ребра я дополнительно присыплю специями. Здесь у меня паприка. Также я буду использовать орегано и розмарин. Я специально эти специи присыпаю позже, чтобы они не обгорали на сковороде. Заворачиваю ребро в фольгу. Старайтесь завернуть ребро так, чтобы мясистая часть получилась сверху. Точно так же присыпаю специями второе ребро. Перекладываю ребра на подготовленный противень и отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Конечно, время запекания зависит от особенностей вашей духовки, а также от размера свиных ребрышек, которые вы запекаете. Если они более мясистые, им понадобится чуть больше времени. Приготовлю соус. В сотейник наливаю 4 столовые ложки соевого соуса. Я использую соус Киккоман. Добавляю 3 столовые ложки кетчупа. Также я буду использовать соус барбекю. 1 столовую ложку. Он придаст ребрам аромат, как будто они были приготовлены на углях. Добавляю 1 столовую ложку соуса терияки и 1 столовую ложку горчицы. У меня здесь горчица острая. Можно брать не острую. Добавляю ложку сахара и ложку меда.
Если не хотите использовать мед, можно заменить его сахаром. Хорошо все перемешиваю и ставлю сотейник на плиту. Надо довести соус до кипения. После того, как соус закипит, провариваю его буквально 1 минуту и снимаю с плиты. Ребра я достала из духовки, и сейчас я их открою. Делаем это аккуратно, чтобы не обжечься паром. Посмотрите, какие они красивые получились, очень сочные. Мясо здесь уже полностью готово, косточки вот так вот оголились. Открываю второе ребро. И теперь, чтобы мясо запеклось до румяной корочки, сверху я его смазываю вот этим замечательным соусом. Аромат, конечно, здесь стоит сейчас просто потрясающий. Сейчас ребра я отправляю обратно в духовку примерно на 15 минут. На гарнир я приготовлю картофель. На той же сковороде, на которой я обжаривала мясо, я обжарю отваренный в мундире картофель до румяной красивой корочки. Такой рецепт есть у меня на канале, я оставлю на него ссылку под видео в описании. Ребра хорошо запеклись. Посмотрите, какие они красивые, румяные, а аромат просто потрясающий. Переношу ребра на доску. Сейчас ребрам надо дать буквально минут 10 полежать, тогда они будут еще вкуснее. А я тем временем подготовлю соус. Посмотрите, здесь с мяса натекло довольно много вот этого сока вкусного. Я его добавлю к этому соусу барбекю, который я готовила. Соус перемешиваю и доведу до кипения. Можно его немного уварить, буквально в течение 1 минуты. Ребра немного полежали, и я сейчас их нарежу. Мясо само отделяется от косточки. Посмотрите, течет сок, мясо очень сочное и такое вкусное. Ну, конечно, от такого мяса никто не сможет отказаться. Великолепно. Подаю мясо с хрустящей жареной картошкой и с соусом. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!